Здравствуйте. Не включается электрический чайник. Чтобы определиться, неисправен сам чайник или подставка, проверим их с помощью тестера. Ставим его на прозвонку. Проверяем подставку. Есть. Есть контакт. Средний — это заземление. Подставка исправна. Теперь включаем чайник. И проверяем большое и маленькое кольцо. Не прозванивается. Значит, дело в чайнике. Будем его разбирать. Теперь мы можем прозвонить TEN. TEN исправен, прозванивается. Теряем кнопку. Два провода, выходящих с ручки, идут от кнопки. Становимся на эти контакты. Включаем кнопку. И видим, что кнопка прозванивается, значит, она рабочая. Осталась у нас контактная площадка чайника. Здесь есть контакт на внутреннее кольцо. А на внешнее нету.
Чтобы наглядно показать, где пропал контакт, разберу. Нужно отогнуть скобки. Значит, как устроен этот механизм? Эти биметаллические пластины при нагреве выгибаются, нажимают на штырьки и разъединяют контакты. Потом при остывании контакты замыкаются снова. Видим, что здесь пластина перегрелась и потеряла свои пружинистые свойства. Так что это желательно все поменять. Ну или как выход из положения, можно эти контакты запаять, а работать будет на одном. В общем-то, рабочее отключение чайника у нас производится кнопкой. При закипании пар попадает в отверстие в ручке, и на кнопке тоже стоит биметаллическая пластина, которая ее отключает. А этот механизм служит как защита от перегрева тена. Если выкипит вода, то он срабатывает. Вот так выглядит кнопка. Видим, что там тоже стоит биметаллическая пластина. Кнопка тоже уже подуставшая. Неплохо было бы заменить и ее. Контакты подгорели. Нашел у себя новую кнопку и контактную площадку с термостатами на замену. Купить это можно в магазинах, торгующих запчастями. Ну, или я все это покупаю на AliExpress. И покажу вариант
когда достать это невозможно, запаять контакт. Собственно, термостаты, которые продаются на Алиэкспресс, с одной биметаллической пластиной. Возьмем мелкую наждачку и зачистим контакты. Капельку паяльного флюса. Проверяем. Видим, что есть контакт. Не обратил внимания, что новая кнопка не такая, не подходит. Почистил спиртом старую и покажу, как ее собрать. Пружинка вставляется в выемки одной части. Выпуклой ее стороной вверх. И здесь же тоже есть такие пазы. Вот таким образом. И натягиваем, чтобы защелкнулось вот в эти пазы. Натягиваем на себя с одной стороны и с другой. Проверяем.
Работает. Клавиша защелкивается. Вот эти шпильки. Собрал все в обратном порядке. Включается. При закипании отключился. Ну и для очистки засыплю лимонной кислоты. Ремонт вышел без замены каких-либо частей. Думаю, что еще поработает. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.